Друзья, если вам нравится Mercedes G-Class, то мой канал создан специально для вас. Особенно для тех, кому нравятся именно заряженные версии от AMG, как этот красавец за моей спиной. Если вас интересует тюнинг Гелендвагенов и улучшение их технических характеристик, то это просто джекпот, у нас с вами много общего. Не стесняйтесь, переходите на мой канал, ставьте подписку, потому что мы с вами будем заниматься именно правильным тюнингом этого прекрасного автомобиля. Ну что же, давайте тогда познакомимся. Меня зовут Эрик. Часть своего свободного времени я провожу с автомобилями. Это разные проекты. Это мое хобби. Обычно я им занимаюсь сам по себе, ни с кем особо не делюсь. Но из всех машин, которые когда-либо были в моей жизни, есть одна, которая не похожа ни на что. Я считаю, что это самая клевая тачка, которая когда-либо существовала. Это и есть Mercedes G-Class или же Гелик. У этих машин нету конкуренции. G-Class это уникальная машина, она не похожа ни на одну другую, и ни одна другая машина не похожа на G-Class. И я это имею в виду именно в плане ощущений и эмоционального заряда, который она дает своему владельцу. В этом и есть их фишка. Итак, это 55-й AMG, легендарная модель Гелендвагенов. Не первый год уже на нем езжу. И, честно говоря, морально он немножко подустарел, и я решил его обновить. Вы можете задать абсолютно логичный вопрос, а почему бы просто не поменять его на 63-й? Согласен. Я, кстати, даже об этом задумывался и уже почти что настроился поменять его на 63-й. Но это было бы не так интересно. И дело в том, что для многих истинных поклонников AMG именно 55-й является самым крутым. И на это есть несколько причин. Одна из этих причин связана с историей Гелендвагенов. Дело в том, что в нулевых компания Mercedes задумывалась о закрытии производства гражданских версий геликов. И, к счастью, примерно в тот же самый период Гелендвагены в первый раз поступили в продажу в Соединенных Штатах Америки. В США у G-класса был ошеломительный успех. Американцам нравились именно вариации с самыми большими моторами, как G500. И Mercedes стали выпускать все более и более мощные варианты G-класса. И именно 55-й AMG стал любимой машиной многих голливудских звезд и американских знаменитостей. И в связи с этим популярность G-класса в целом выросла до новых небес. И Mercedes решили продолжать строить все более и более мощные гелики. Но самая главная причина таится здесь, под капотом. Это мотор М113К, компрессорный V8, 5,5 литров, 1500 лошадиных сил. И многими энтузиастами AMG этот мотор признается как самый лучший AMG мотор, который когда-либо существовал. И до сих пор он пользуется невероятной популярностью. Что же в нем такого особенного? Не напрасно компрессорный V8 пользуется большой популярностью в американском дрэг-рейсинге. Наверняка видели эти американские маслкары, у которых из капота торчит что-то. Ну так вот, это и есть компрессор. Там есть определенные физические характеристики, которые делают его очень подходящим для того, чтобы пулять с места. Дело в том, что на моторах AMG после М113К компрессоров никогда больше не было. Началась эра турбо. Этот мотор очень удачный в плане надежности. У него огромный ресурс, но что еще более надежно, так это коробка, вместе с которой он шел на этих Гелендвагенах. А коробка здесь 5G-Tronic, которая держит очень высокий крутящий момент. И вот действительно, когда я говорю с компаниями, которые производят ремонт автоматических коробок, мне говорят, что эту коробку практически невозможно убить. Всегда каждый мотор собирается одним мастером с начала до конца, и на мотор ставится табличка вместе с подписью именно того мастера, который собрал этот мотор на заводе. Классика AMG. Давайте я вам расскажу, в чем будет суть моего проекта.
когда речь заходит о тюнинге 55-го, то часто большой акцент ставится на внешнем виде. То есть в ход идут какие-то китайские обвесы под 63 или закос под Брабус, или, не дай бог, еще что-то. Эту машину визуально пытаются превратить во что-то, чем она не является. Я хотел бы от этого воздержаться, потому что я считаю, что внешний вид 55-го, он и так идеальный. С этим на самом деле проблем нет. Он сейчас немножко грязный, но завтра я съезжу на мойку, он станет опять чистым и блестящим. Он выглядит стильно и со вкусом. Поэтому я займусь именно душой и сердцем автомобиля. И если у вас сзади машины написано G55 AMG, то владельцу абсолютно ничего стесняться не надо. Косить по 63 тоже не надо, потому что это машина с самым крутым мотором. Когда 55-й AMG с этим мотором вышел в середине нулевых, это был самый быстрый, самый мощный внедорожник на свете. Кстати, с этим же мотором были и E55, CLS55 и так далее. Все эти машины были самыми быстрыми в своем классе. По современным меркам, 15 лет спустя, конечно же, это уже не самый быстрый внедорожник в мире. Поэтому правильный тюнинг, я считаю, должен сфокусироваться именно на движке, на форсировке и повышению мощности этого мотора, для того, чтобы он мог составлять конкуренцию, например, более новым Гелендвагенам. И тюнингованный 55-й, он едет быстрее, чем 63-й и быстрее, чем тюнингованный 63-й. И если очень сильно постараться, можно даже поехать как самый новый Гелендваген. Но здесь нужно действительно очень сильно захотеть. Это возможно. К счастью, поскольку эти моторы пользуются очень высоким спросом и большой популярностью среди тюнеров, на протяжении многих лет и до сих пор многие компании продолжают развивать тюнинг-киты на эти моторы, поэтому на рынке очень много вариантов, с помощью которых можно безопасно форсировать этот движок. И мы это обязательно сделаем. Мы это все увидим, будут замеры, будет демонстрация того, насколько быстрым можно сделать 55-й. И я думаю, что эта тема очень актуальна, потому что из AMG 55-й все равно остается самым доступным именно в ценовом плане. Ну а с повышением мощности мотора, конечно, нельзя забывать о тормозах. Если машина быстрая, разгоняется быстро, эту мощь, эту скорость нужно и тормозить. Уверен, что на этой машине сделаем апгрейд и тормозов. Многие критикуют 55-й из-за его салона, интерьера. Он явно немножко старомоден, это что-то такое из начала нулевых, поэтому и салон тоже нужно будет обновить. С удовольствием вам покажу процесс модернизации салона Гелендвагена и превращения его в 2017 год. Я решил поставить сюда новый салон, оригинальное решение 2017 года, щиток приборов, центральную панель, и мультимедию и команд 5.1, чтобы это было свежо и современно. Также многие в недоумении от жесткости подвески G55. Дело в том, что этот мотор был огромным скачком в мощности по сравнению с предыдущим 113-м, на котором не было компрессора. И поскольку это был все-таки самый быстрый и самый мощный внедорожник на земле, AMG решили поставить сюда максимально жесткую подвеску в целях безопасности и для того, чтобы машина была максимально стабильной. Такая мощность на такой высокой машине была беспрецедентной. И они не знали, что от этого ожидать. Поэтому в планах и модернизация подвески, чтобы езда на этом автомобиле была комфортабельной в любых дорожных условиях. На машине, которая рассчитана на ежедневную езду, немаловажным является и экономичность, или же цена на каждый пройденный километр. Конечно, на 5,5 о экономичности говорить сложно, расход от 20 до 40 литров в городе. Но нередки случаи, когда люди устанавливают сюда ГБО
или же газовое оборудование. И эти моторы с ним проходят много лет без каких-либо особых проблем. Поэтому я смогу остановиться и на теме ГБО и рассказать о плюсах и минусах использования таких установок на этих моторах. А также будет очень интересно сделать замеры и продемонстрировать, как этот мотор едет на газе, как он едет на бензине. Могу забежать немножко наперед. У газа октановое число 110, то есть это практически как спортивное топливо на самом деле. И если система построена грамотно, то на дайностендах у людей очень интересный результат. Еще я хотел бы сказать, что я сам из Эстонии, поэтому пользуюсь русским языком довольно-таки редко. Очень редко использую русский язык. По работе у меня все по-английски, по-эстонски. Смотрю YouTube на разных языках. И у меня осталось впечатление, что именно русскоязычный YouTube, он очень непосредственный, он душевный, он искренний. И мне кажется, что из-за этого и аудитория такая. И мне бы хотелось бы как раз работать с такой аудиторией. Поэтому я решил выйти из зоны комфорта и сделать свой канал именно на русском языке для русской аудитории. И думаю, что Гелендвагены популярны в русскоязычной культуре, поэтому, думаю, контент должен зайти. Так что поддержите меня, поставьте подписку, если вам интересно, и тогда мы будем вместе тюнинговать Гелендваген. Также я с удовольствием буду отвечать на любые вопросы, читать комментарии, читать предложения, что в каком порядке делать. Надеюсь, что у нас будет интересное сотрудничество. И до встречи в следующих видосах. Площадь соприкосновения с воздушными потоками. Доброе утро. Особенно тюнинг своими руками. Вот такой вот замечательный гараж готовой установки. По-русски говоришь? Молодец.